Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие источники бесперебойного питания в 2024 году. Чувствуете беспомощность, отчаяние и грусть, когда в рандомный момент гаснет свет дома, а у вас на кону важная катка или тонна проделанной несохраненной работы? Вот для таких случаев и создали ИБП. Какие-то модели дают вам дополнительные минуты, чтобы все сохранить и выключить комп, предупредить тиммейтов или ливнуть из игры, а какие-то даже дадут возможность доиграть или доделать проект, подарив немного времени. В общем, я подобрал 5 хороших ИБП для ПК, которые рассчитаны на разную мощность, разные сборки, разные ситуации в целом. При отборе я смотрел, чтобы у ИБП были все необходимые разъемы для подключения, стояла хотя бы какая-нибудь батарея, способная вытянуть хотя бы 1 минуту после отключения света, ну и чтобы мощности хватило как для простых, так и для навороченных сборок. Давайте начнем знакомиться с участниками рейтинга, но перед этим вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Открывает рейтинг APC Back UPS BC750RS. Это хороший источник бесперебойного питания самого простого резервного типа, который никак не фильтрует сеть, не защищает от перепадов напряжения, а просто запитывает ПК при отключении света. В общем, датчик и аккумулятор. Вообще, это самая бюджетная разновидность ИБП, но в свой рейтинг я подобрал довольно жирный вариант, поэтому назвать его самым доступным точно не могу. Суммарная мощность, которую он может обработать, 415 Вт. Это уровень около офисного компа. Ну даже немного мощнее, с какой-нибудь приличной видеокартой, слабенький игровой, другими словами. Подойдет ли этот источник конкретно под вашу сборку, я сказать не могу. Тут нужно проводить расчеты, накидывать сверху запас, а все сборки потребляют по-разному. Поэтому единственное, что я могу порекомендовать, чтобы узнать, какой мощности ИБП будет достаточно конкретно для вашего ПК, это зайти на сайт с калькулятором и там рассчитать. Приплюсовать к этому монитор, может быть аудиосистему, роутер и так далее. Самый лучший и надежный вариант. Куда все это подключить, место найдется. Есть 4 евророзетки, 3 из которых питаются от батареи, а 4-я просто фильтрует сеть и не запитывается в случае выключения света. Внутри ИБП стоит батарея, которая способна проработать около 1 минуты после отключения электричества при 100% нагрузке. Этого времени хватит, чтобы сохраниться и в безопасном режиме закрыть все программы. Катку не доиграешь, но хотя бы промежуточные итоги игры или работы сохранишь. Если нагрузка будет меньше, логично, что и на лишнюю пару минут ИБП проработает дольше. А вот 4-е место я отдал CyberPower UTC650i. Он в разы дешевле прошлого APC, так что если вы ищете самый доступный вариант, можете рассмотреть этот ИБП. Он линейно-интерактивного типа, работает так же как и резервный, но при этом защищает от скачков напряжения и других аномалий сети. На выходе получается более чистый сигнал, который оценит ваш роутер, аудиосистема или еще что вы там подключите. Конкретно для ПК это критической роли не играет, так как современные ИБП оснащены специальными алгоритмами защиты. Но если у вас не самый новый ИБП, то лучше перестраховаться и купить линейно-интерактивный источник бесперебойного питания. Этот CyberPower еще слабее, чем прошлый APC, его максимум 360 Вт, то есть для совсем хиленькой офисной сборки. Для минимально-игрового ПК он не подойдет, хотя кто знает, что у вас там за система. Можете перепроверить на каком-нибудь сайте с калькулятором. При этом очень порадовало время работы ИБП от батареи. Вообще производитель заявляет об 1 минуте при нагрузке на 70%. Но в тестах при подключении офисного ПК кому-то удавалось и полчаса выжать. Так что тут у вас сильно больше времени в запасе, чтобы все сохранить, а может быть даже что-то доделать. Кстати, с момента отключения электроэнергии до момента перевода ПК на питание батареи проходит около 4 миллисекунд. Это для тех, кто переживает, а успеет ли ИБП включиться в работу. Успеет, не переживайте. Но тут еще важно учитывать, что в ИБП есть всего 2 розетки для подключения, то есть кроме ПК по сути больше ничего и не подключишь. Но это и хорошо, если вам больше и не нужно, меньше переплата. На 3-ю строчку я поставил Ippon BackComfo Pro 2 1050. Этот ИБП уже посерьезнее, но и его стоимость вообще не сравнится с прошлым CyberPower.
Хотя тут абсолютно понятно, за что идет доплата. Во-первых, этот ИБП способен работать уже с системами, потребляющими до 600 Вт. А это уровень довольно приличного компьютера, на котором и игры хорошо идут, и тяжелые рабочие программы, а не просто Excel с браузером. Во-вторых, тут куча розеток, в общей сумме 8 штук, 6 из которых запитываются от батареи. То есть можно подключить реально много устройств, а не только ПК с монитором. Для этого ИБП выдает чистый отфильтрованный ток с защитой от перепадов, в котором нуждается, например, тот же принтер. Конечно, для кого-то это устройство не самой первой необходимости при отключении света, но для кого-то совсем наоборот. А там уж не знаю, что вы еще решите воткнуть в ИБП. Просто не забывайте про порог мощности. Другое дело – время работы. Тут с этим не все так радужно. Если вы забьете все 600 Вт, то при отключении энергии ИБП сможет вытянуть всю вашу систему секунд так 30. Согласен, что слабовато. Но если вы подключите меньше приборов, сильно снизив потребление, можно получить те же 30 минут. А если напрячь ИБП по минималке на 100 Вт, то там вообще и пару часов можно просидеть без света, но с каким-нибудь включенным прибором. Как по мне, это хороший источник бесперебойного питания для серьезного ПК со всеми фильтрациями, стабилизаторами, но с оговоркой, что работать от батареи сможет не так долго, как хотелось бы. Второе место за еще более серьезным ИБП – PowerMan Online 1000. Главная его особенность – это двойное преобразование тока – из переменного в постоянный и из постоянного в переменный, то есть на выходе получается максимально чистый сигнал, отфильтрованный дважды. Этим он отличается от ИБП резервного типа и линейно-интерактивного. Плюс мгновенное переключение питания с сети на батарею, поэтому можно вообще не бояться за подключенные устройства, точно не выключатся. За счет этого, конечно, и цена выше, но в нашем случае стоимость адекватная, процентов на 15 больше того же APC с 5 места. Вдобавок мы получаем еще более мощный ИБП на 900 Вт, что реально прилично для ПК из дорогого сегмента. А для игр он или для работы в тяжелых прогах не так важно. Важно, что можно запитать практически все, что захочется. Для этого и разъемов достаточно. Конечно, не 6 розеток, но помимо тех двух есть еще другие разъемы, тот же USB или RS-232. Интересно, сколько ИБП способен проработать на батарейке. Ну, рекордных цифр он вам не покажет, но при максимальной нагрузке спокойно вытягивает около 4 минут. Хотя при желании, отрубив лишние приборы, можно и 20 минут продержаться. Так что примерный диапазон такой. Другой нюанс – шум от работы. Он реально нехило так гудит. И если все прошлые модели таким не страдали, то этот молотит вентилятором даже когда не работает. Из-за этого PowerMan не очень хорошо подойдет, если вы хотите установить ИБП прямо рядом с собой. В итоге мы получаем мощный источник бесперебойного питания с максимально чистым сигналом, но не самым долгим временем работы. Ну и шумный он, конечно. Первое место я решил отдать Stark Country 1000 Online. Вообще, этот ИБП сложно приписать к компьютерному. Его очень часто покупают и для питания котельной, и для запитки дома, серверов, в общем, самое разное. Но при этом он также отлично подходит и для ПК. Просто единственный его недостаток, который довольно-таки сильно отталкивает, это цена. И если для запитки серверов такие траты могут быть оправданы, то для ПК это спорно. В общем, это ваше дело, решайте сами. Мое дело – ввести вас в курс и рынок в целом. За такую сумму, естественно, это ИБП с двойным преобразованием. Высочайший уровень защиты, стабилизация напряжения, чистый сигнал с идеальной синусоидой, мгновенное переключение с сети на батарею. В общем, все преимущества онлайн ИБП. Кстати, о батарейке. Классная особенность этого Старка – поддержка внешних аккумов и даже генераторов. То есть тут вы не упираетесь в возможности только встроенной батарейки. Можете докупить нужный объем в таком количестве, которого вам достаточно. Например, подключив 2 аккума по 55 Ах, при 100% нагрузке без проблем можно просидеть 45 минут. А если взять батарейки по 150 Ах, то и вовсе 7 часов получится. Так что в том числе благодаря таким возможностям этот ИБП берут вообще для всего. И с разъемами проблем нет. 2 евро розетки, 2 LAN-входа, USB, RS-232. Кстати, на шум жаловаться не придется, Stark Country вполне себе тихо работает.
Конечно, есть куда стремиться, но дома можно использовать без проблем. Так что напоследок остался вот такой универсальный источник бесперебойного питания, отлично подходящий для запитки ПК. Но да, по цене не самый приятный. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор. Всем пока!